Здравствуйте, это программа «Лидеры рынка» и Елена Хрупова. Криптовалютная альтернатива источников привлечения инвестиций ICO набирает свою популярность. Сегодня самые успешные и доходные ICO. И вообще, что такое ICO, мы обсудим с экспертами. В студии Владимир Смеркис, основатель криптовалютного фонда The Token Fund, Сергей Сергеенко, основатель Хронобанка, а также Степан Гершуни, генеральный партнер Beats Capital. Добрый день, уважаемые господа. Благодарю, что присоединились. Для начала небольшая справка. У традиционной формы привлечения инвестиций в виде первичного размещения акций на бирже IPO появился криптовалютный аналог ICO. Процесс привлечения инвестиций в ходе ICO значительно легче по сравнению с IPO, но и более рискованный в силу отсутствия правового регулирования и механизмов страхования инвесторов. Аббревиатура ICO расшифровывается как Initial Coin Offering, то есть первичное размещение монет, токенов. В процессе ICO проект распродает цифровые токены за криптовалюты среди инвесторов. Организаторы ICO объявляют о сборе определенной суммы, а после набора этой суммы выпускают и пропорционально распределяют среди инвесторов новую криптовалюту. Ее можно впоследствии использовать на платформе проектов в качестве внутренней валюты или торговать на биржах. Зачастую ICO проводят проекты на ранних этапах развития, до создания полноценной инфраструктуры и готового продукта. Поэтому ICO обладает чертами, схожими с краудфандингом. Одним из первых ICO в мире провела блокчейн-платформа Виталика Бутерина Ethereum, которая в августе 2014 года привлекла через размещение эфиров более 18 миллионов долларов. Крупнейшими и самыми доходными ICO, которые были проведены к июню 2017 года, по данным Rusbase, стали размещение Brave и Aragon. Браузер на основе блокчейна Brave от основателя Mozilla Брэндона Айка 31 мая 2017 года привлек целевую сумму в 35 миллионов долларов в обмен на собственные токены BAT всего за 24 секунды. Через неделю после размещения доходность этого ICO для первичных инвесторов составила 680%. Проект Aragon занимается платформой по управлению бизнесом с помощью блокчейна. Например, позволяет распределять задачи между сотрудниками. При проведении ICO 17 мая Aragon всего за 15 минут привлек 25 миллионов долларов. За месяц с момента проведения ICO его токены выросли в цене на 170%. Однако во время ICO Aragon был зафиксирован случай мошенничества. Злоумышленники создали в Twitter клон официального аккаунта сервиса, и часть пользователей перевела мошенникам более 10 тысяч долларов, полагая, что они вкладывают в токены Aragon. По данным ICO Stats, самыми доходными ICO на данный момент является размещение токенов сервисом для разработчиков Stratis в июне 2016 года. Всего за год их стоимость выросла на 151 тысячу %. Занимающийся сервисами для владельцев биткоинов стартап SpectraCoin провел ICO в ноябре 2016 года, и доходность его токенов для первоначальных инвесторов сейчас превышает 18 700%. Наряду с успешными регулярно проходят и провальные ICO, где инвесторы терпят убытки либо полностью теряют свои деньги из-за невозможности конвертации токенов в другие активы. Владимир, давайте разберемся, что такое ICO, и каков механизм проведения ICO. Вообще, что нужно для этого сделать тому или иному проекту? ICO, на самом деле, это способ привлечения инвестиций в проекты. Это инновационный способ, который позволил нам технология блокчейн сделать. В основном стартапы, правильно? Которые еще не имеют ни фундаментальной базы, ни каких-то средств. Сейчас появляются уже ICO, проводящиеся, которые уже имеют какой-то за спиной существующий бизнес, все больше существующих бизнесов смотрят. Но, конечно, изначально это было про технологические стартапы. Да, соответственно, какую нужно иметь инфраструктуру для того, чтобы провести ICO? Я как проект могу сама это сделать или мне нужно сторонних людей привлекать? ICO состоит в основном из основных 4, наверное, этапов. Это юридическое оформление проекта, то есть это очень сильно зависит от страны. В Америке своя регуляция, в России законодательная регуляция. Какой-то правовой статус есть у ICO? При этом у ICO, как у феномена, правового статуса своего собственного нет. Кроме, наверное, 2 стран сейчас, это Сингапур и Швейцария. И то, даже в этих странах, это пока больше проекты законов, нежели чем реальные правовые акты. А в России никакого специального регулирования на этот счет нету, но при этом это не является на данный момент незаконным. Кроме юридического оформления ICO должно пройти еще при подготовке проекта к ICO нужно сделать экономическую модель. То есть поскольку вы выпускаете не просто акции, как при IPO, а вы выпускаете некие криптографические токены, которые инвесторов наделяют какими-то правами, например, на получение прибыли или инвесторы... Можно ли провести параллель, например, с акциями, которые размещаются на бирже, что токены это как акция, которая вот...
Это как раз решение, выбор той компании или того проекта, который проводит ICO. Они могут оформить свои токены как акции, что инвестор, купивший токен проекта, имеет право голосовать, имеет право на дивиденды. Однако многие проекты выбирают так не делать, и они, допустим, могут сделать токен как бонд, как облигация. Они могут сделать токен как просто право на голосование, не давая таким инвесторам право на прибыль. Или могут вообще не связывать этот токен с финансовыми потоками компаниями, однако этот токен может быть использован внутри экономики. Ну, допустим, для платформенных проектов типа там Uber или Airbnb, если такого плана проекты выходят на ICO, для них токен, он не является акцией компании, но он используется внутри между покупателями и продавцами, и за счет роста всей площадки тоже растет в цене. Ну и в частности с Брейвом и Арагоном это является платежным средством за сервисы и услуги, которые они оказывают. То есть это уже такой крауд-инвестинг, больше такие это и есть крауд-инвестинг, привлечение средств при помощи людей со всего мира. И это стало воистину международной штукой, которая развивается и является... Именно поэтому к данному способу сбора инвестиций внимание всех и приковано. Да, вот, Сергей, тогда давайте обратимся уже к опыту. Ведь такое веяние, которое пришло, ну, по крайней мере, на российскую землю, наверное, Запада. Во-первых, что нужно инвестору сделать для того, чтобы поучаствовать в ICO? Что он должен иметь? И, конечно, откуда вообще зародилось и как... Да, давайте так. ICO, или сейчас модно на самом деле называть это ITO, то есть ICO Initial Coin Offering, ITO Initial Token Offering. Почему? Потому что разные юрисдикции. С точки зрения инвестмента и так далее, у всех проектов на самом деле есть очень большая мотивация не называть это инвестментом. То есть это на самом деле почему? Потому что после этого приходит организация, называется SEC, то есть Securities and Exchange Commission of USA, да? Штатов, да? Приходит такая организация и начинает говорить: окей, ребята, что здесь, какие инвестиции? И вот так вот, и у них юрисдикция очень интересная. У них юрисдикция, если американский инвестор подумал даже, что он может получить что-то, значит, это считается, что называется, security. Да, то есть это считается. Здесь уже должны быть обеспечены программированные права и прочее. Да, ну грубо, то есть здесь нужен проспектус, здесь нужен все вот это вот. Ну, в общем, бумажно-бюрократическая работа. То есть изначально ICO было какое? То есть пацаны в гараже сидели и сделали, допустим, проект. И они как бы там у себя в Твиттере или где-нибудь расписали: парни, помогите мне протестировать проект, киньте пару биткоинов. Вот, они кинули, проделали, да. После этого пошли там Ethereum, после этого пошли там другие ICO. Еще нету прецедента. То есть прецедента мирового нету для того, чтобы за кем-то пришли, скажем так. Да, то есть с точки Но это зрения же до поры до времени может быть. Какие это до поры до времени. Для тех, кто выходит на ICO, и для инвесторов, которые приобретают? Именно. Риски, естественно, для инвесторов такие, что все можно потерять в момент. Понимаете? То есть вчера, например, был слух, что с Виталиком что-то случилось, и все просело там на минус 10 миллиардов долларов. Давайте обратимся еще к российскому опыту. На связи с нами по скайпу находится Константин Ломашук, SEO Satoshi Fund, основатель Кемер Fund и социальной сети с открытым кодом «Голос». Добрый день, Константин. Скажите, пожалуйста, вы, как человек, имеющий опыт в проведении ICO, какие возможности, риски, тонкости этого процесса видите? Ну, мы не только проводили ICO, более того, мы инвестируем в эти ICO, и мы, наверное, входим в топ-10 самых крупнейших инвесторов в мире, которые инвестируют в различные ICO. И также мы проводили свой краудсейл, который мы проводили где-то ориентировочно полгода назад. Мы собирали биткоины на соцсеть «Голос». Вот. И, в принципе, данная процедура прошла успешно. То есть, если сравнивать с какими-то площадками, например, краудфандинговыми российскими, то мы собрали денег больше и собирали мы в биткоинах. Почему мы это делали в биткоинах? Потому что доступ капитала со всего мира, он проще в биткоинах. То есть вам не требуется создавание счета, вам не требуется другой прочие волокиты. Хорошо, вот. А в каких еще криптовалютах или просто валютах, Константин, можно привлекать средства? В принципе, краудфандинг можно проводить в любых криптовалютах. Это не зависит от... Я имею в виду про ICO. Ну и ICO, соответственно, тоже. То есть в зависимости, по сути, на данный момент это дикий запад. Каждый проект, который проводит ICO, он придумывает собственные правила, любые, да, он может принимать любые криптовалюты, он может делать любую миссию, и, соответственно, это примерно сравнимо с каким-то большим зоопарком, где каждый свой проект, он особенный.
Спасибо огромное. На связи с нами по скайпу был Константин Ломашук, CEO Satoshi Fund, основатель Киберфанд и социальной сети с открытым кодом «Голос». У вас было дополнение. Я просто хотел сказать, что вот здесь очень важно не принимать фиатную валюту. То есть потому что как только ты ее начинаешь принимать, тогда там... Вы имеете в виду доллары, евро? Доллары, евро, рубли, там хоть что. То есть тогда, соответственно, регуляция приходит за тобой. Хорошо, регуляция пока еще в процессе, так скажем, разработки нормативной базы. Но давайте вернемся к тому, что же нужно сделать инвестору для того, чтобы поучаствовать в ICO. Нужно на какую-то специальную платформу зайти. Если вы узнали о каком-то ICO, вы смотрите информацию про это ICO на их официальном сайте. Основополагающим документом всегда является white paper или белая бумага, в которой достаточно небольшой документ, там, на 15-20 страницах, в котором описан рынок, описана технология, описана система распределения токенов. Инвестор с этим знакомится, смотрит на то, как реагирует на это сообщество, какие есть отзывы. Сейчас появилось большое количество таких ICO-трекеров или рейтингов ICO. После этого он заводит себе, покупает криптовалюту и высылает криптовалюту проекту, за что обратно получает токены. Либо сразу, либо после. То есть у вас изначально должна быть криптовалюта. Для того, чтобы участвовать в ICO, да, абсолютно верно. Купить биткоины, а уже после этого... Биткоины или эфириум. Или какую-то другую, криптовалюту. Хорошо. Давайте тогда рассмотрим, что взамен получает инвестор. Что сподвигает инвестора, скажем, идти и какие права получить. Вот если, например, все хорошо с бизнесом, вы получаете какие-то дивиденды и прочее. А если вдруг провальное ICO, что тогда? Да, это очень правильно Сергей заметил, что на самом деле ICO на сегодняшний день ничего... Поскольку у нас нет регуляции, инвестор не имеет на самом деле никаких гарантий, никакой защищенности с точки зрения там, регулирующего органа, будь то комиссия по ценным бумагам или там, любая национальная. Сама платформа, на которой проходит ICO, каким-то образом вмешивается, участвует в гарантировании того или иного проекта? Платформа, на которой проходит ICO, это техническая площадка, на которой это происходит выдача токенов. Да. А дальше, смотрите, есть, наверное, две большие группы ICO. Одна — это ICO технологических проектов типа Ethereum, в которых, несмотря на то, что инвестор, который заплатил свои биткоины, получил во время ICO эфира... Но это еще и торгуемый на бирже инструмент. Да, он получил этот инструмент, и эфир с тех пор растет в цене. То есть, когда был ICO, эфир стоил 30 центов, сегодня он стоит там 200 или 300 долларов, и это огромная прибыль для инвесторов, и это неизбежно произошло бы, потому что эта монета используется внутри системы. Однако, если ICO делает какой-нибудь, скажем, завод или, я не знаю... С реальными активами, реальный бизнес, есть. Так, что то тогда? он, в отличие от IPO, он не обязан, на самом деле, своим инвесторам ничего платить. Даже если он обещает дивиденды, это скорее он теряет, и там владельцы этого бизнеса, они теряют свою собственную репутацию. Здесь надо понимать, что когда мы говорим инвесторы, да, когда вот мы это делали, здесь это не традиционные инвесторы, это не те ребята, которые ходят в костюмах и кидают деньги в проекты. Это ребята, как мы. Это ребята те, которые, опять же, я люблю говорить, что в один прекрасный момент у нас первый раз в жизни человечества осуществилось то, что ребята, и умные, причем ребята, я хочу выделить, очень умные ребята, могут себе позволить заниматься теми вещами, которые они хотят, используя ICO как инструмент, и финансировать то именно, что они хотят. То есть я, допустим, поддерживаю, вот мы вкладываем в ICO постоянно, я поддерживаю ICO, основываясь на... Технологические или те, которые лежат? Технологические. Проблема не с технологическими, это та, что нет юридической базы доказать. То есть, допустим, у тебя есть токены, и ты приходишь, здравствуйте, я вот за этот завод, и мне здесь какие-то дивиденды. Во-первых, слово дивиденды не надо никогда использовать. И мне приходит, я хочу дивиденды вот за этот завод. А здесь приходят ребята и говорят, вы что, какой ICO здесь? Вообще мы таких слов не знаем, понимаете? Ну и на самом деле локальные проекты, которые проводят ICO с реальными активами, собирают на самом деле по факту гораздо меньше денег, потому что есть риски страновые, географические, потому что этот актив находится в какой-то конкретном месте, где технология не имеет границ никаких, так же как эфириум. Здесь... Он во всем мире распространен, и им пользуются люди во всем мире. Здесь надо понять, что здесь именно все это ICO и все это наше движение криптовалюты основано на децентрализации. То есть это что значит? Нет именно одного человека или государства или кого-нибудь, что-нибудь, чтобы это контролировали. То есть, естественно, завод или что-то, что где-то стоит, это уже контроль. То есть здесь уже риск того, что все это дело пойдет
в никуда из-за того, что кто-то придет и арестует это, допустим. Форс-мажор может какой-нибудь случиться, там молния попала или что-то в этом роде. Поэтому. То есть здесь важно, чтобы была децентрализация. Это очень важное слово во всех криптовалютах. Хорошо, сейчас подключим еще одного эксперта. В студии телеканала РБК Аварат Партхаят находится Евгений Гранкин, старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Евгений, добрый день. Вот говорилось здесь о том, что децентрализация и за этим будущее. Согласны ли вы с этим? И давайте сравним вот традиционную форму привлечения, например, IPO и вот ICO, либо другие альтернативные источники инвестиций, где плюсы и минусы в ICO. Здравствуйте, коллеги. Действительно, я согласен с тем, что ICO – это очень интересный способ привлечения финансирования, это очень современный способ, он достаточно простой. Но в то же время нужно помнить о том, что это очень рискованный вариант для инвестора. Есть несколько факторов риска. Во-первых, это то, что в отличие от IPO, где реальный бизнес, выходящий на размещение, уже фактически действует, он уже генерит определенный денежный поток, из которого он может в дальнейшем платить дивиденды своим акционерам. В случае с ICO в большинстве случаев команды даже не имеют рабочего прототипа. В редких случаях выходящие на ICO команды имеют рабочий прототип, но до его внедрения в широкое использование должно пройти какое-то время. То есть вопрос в том, выстрелит ли это ICO, принесет ли оно отдачу инвестору, это очень большой вопрос. Во-вторых, это проблемы регулирования. Как минимум в России ICO в настоящее время не регулируется никак, в отличие от IPO. То есть, вкладывая деньги в ICO, вы, по сути, несете на себе все риски, связанные с возможным мошенничеством, с нестабильной работой платежных систем, что мы наблюдали в последних ICO. Это все риски ложатся на инвестора. И третья проблема связана с огромной волатильностью рынка криптовалют. То есть даже если ICO завершится успехом, если токены выйдут на рынок и начнут торговаться, они могут очень сильно проседать в цене. И у каждого инвестора есть своя терпимость к риску. Некоторые инвесторы могут просто счесть для себя слишком рискованным такие колебания. Нужно помнить об этом, поэтому это не значит, что нужно отказываться от участия в ICO. Нужно лишь очень жестко ограничивать риски. Не стоит вкладывать значительную долю своего портфеля в подобные инвестиции, но тем не менее они представляют большой интерес. Золотые слова. Спасибо огромное. На связи с нами в студии телеканала РБК Аварат Партхаят находился Евгений Гранкин, старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. Риски и еще раз риски. Как избежать мошенничества, как минимизировать риски своих потерь? Абсолютно верно. Это очень рисковые инструменты, все в блокчейне проекты в принципе. И, конечно, рынок очень волатильный, во-первых, потому что он очень маленький. Порядка $100 миллиардов капитализация всех криптовалют на сегодня. Именно поэтому мы думаем, что в ближайшие 2-3 года минимум мы имеем огромный потенциал роста капитализации криптовалют, соответственно, их стоимости. Безусловно, как рисковый актив, совершенно верно коллега заметил, что не стоит ни в коем случае нести последние деньги, не стоит кредитоваться под эти инвестиции, потому что это очень опасно. Вот мы говорим сегодня про Aragon и Brave. У Brave, например, после выхода на ICO стоимость их токена выросла на 300%. А у Aragon в справке было то, что доходность 151 тысяча процентов по 151 тысяча это многовато, мне кажется. Многовато, но это не у них. Да, да, не у них, но тем не менее это Straits, да. Так вот, как еще избежать мошенничества? Вот в справке говорилось про Aragon, когда есть какие-то зеркала, скажем, которые вы посылаете деньги, а они не доходят до непосредственно ICO. Как минимизировать? Ну, на самом деле, это технический вопрос. Да? Мы знаем, что у эфириума, например, как технологии, были проблемы с тем, чтобы пропускать большое количество транзакций. Эфириум ложился и не мог пропустить эти транзакции. Но, тем не менее, инвесторы не теряли деньги. Это, во-первых. Во-вторых, добавить про легальный статус. На самом деле, есть юрисдикции, где официально, легально, Сергей может мне тоже подтвердить это, в которых можно легально зарегистрировать компанию, которая принимает криптовалюту для покупки токенов от инвесторов и выпускает токены официально и легально. Это Швейцария, это и Сингапур, и многие другие юрисдикции. В Сингапуре там немного такая интересная схемка, потому что там
там вот Digix DAO было, да, то есть тоже прошло ICO, то там собирают до 5 миллионов сингапурских долларов. То есть оно легально только в этом. Кстати, я хочу добавить, сейчас просто начнется, это важно сказать, это очень рисковый финансовый инструмент. То есть когда я говорю на Западе, не более 2-3% твоего портфеля в это можно вкладывать. Если мы говорим о России, и это не sophisticated investor, что называется, да, то есть это не тот инвестор, который этим занимается всю жизнь, и это не фонд. Если вам кто-то предлагает на улице, там, я не знаю, или в Фейсбуке вы увидели, да, это важно сказать. Люди, пожалуйста, если вам кто-то предлагает вкладывать в ICO, вкладывать в криптовалюту со входом, допустим, $100 или 5000 рублей, вам врут. Вы потеряете на этом деньги. То есть, если вы не можете отличить, допустим, эфира от битка, не лезьте сюда. Спасибо огромное. Вот нужно быть всегда бдительными, предельно бдительными, особенно когда дело касается ICO. Спасибо огромное. Я напомню, что сегодня крупнейшее ICO мы обсуждали с экспертами. Владимир Смеркис, основатель криптовалютного фонда The Token Fund, Сергей Сергеенко, основатель Хронобанка, а также Степан Гершуни, генеральный партнер Bits Capital, были у нас в студии. Благодарю, что принимали участие. Программа «Лидеры рынка». Елена Хрупова. Не переключайтесь. Всего вам доброго.